Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про блокировки криптобирж, российских аккаунтов и пользователей, которые сейчас участились. Новость действительно имеет место быть. Вот, например, первая новость о том, что южнокорейская криптовалютная биржа GoPax, наверное, так как-то она называется, объявила в среду, что заморозила и заблокировала российские учетные записи и IP-адреса на своей платформе. Но, однако, не все этим занимаются. Таким вот образом, Binance и Kraken заявили, что не будут замораживать учетные записи пользователей. Но запись-то была в среду, а сегодня уже четверг. И вот, например, вышла новость свежая, что Binance ограничила все-таки доступ клиентам, попавшим под санкции. В общем, до этого сейчас мы еще дойдем. Давайте посмотрим, на какой позиции находится эта биржа по версии CoinMarketCap. И здесь 196 позиция. Рейтинг у биржи 2,9. А еженедельно эту биржу посещает всего 72 тысячи человек. И исходя из того, что это прежде всего южнокорейская биржа, я не думаю, что очень много кто пострадал из пользователей, живущих в России. Скорее всего, эта биржа просто хотела обратить на себя внимание. Что ж, продвигаемся дальше и смотрим. Блокировка счетов россиян, какие криптобиржи уже ввели ограничения. Первый о прекращении работы с российскими пользователями объявила криптобиржа BTC Alpha. Давайте посмотрим на эту биржу и что она из себя представляет. Также смотрим в рейтинге CoinMarketCap. 187 место в рейтинге, рейтинг 3.0. И посещение здесь, конечно, хоть и побольше, 256 тысяч за неделю. И точно так же думаю, что не очень много русскоязычных пользователей было на этой бирже, но если были, значит они попали. В любом случае, биржа не топчик. Речь идет, скорее всего, о каких-то непонятных мелких биржах. И, конечно же, разумеется, украинских биржах. Вот, например, биржа Kuna, я так понимаю, это вообще украинская биржа. Давайте посмотрим ее в списке. Позиция 160, рейтинг 3.3 и пользователей за неделю здесь также особо-то и ни о чем. Да, это биржа украинская. В общем, ребят, ну здесь все понятно. Также платформа CX приостановила регистрацию новых пользователей из России, Украины и Беларуси. И здесь никакой речи не идет о блокировке. Биржа на 69 месте, 4.5 рейтинг, 335 тысяч пользователей. Биржа, в принципе, неплохая, у меня там тоже есть аккаунт, но, ребята, речь идет о новых пользователях. Эта биржа никого не блокировала. Чего не скажешь, конечно, о бирже Kumo. Это свежая биржа из Украины. Давайте посмотрим, поищем ее и даже не найдем. Такая биржа есть, ребята. Вот, если зайти на Kumo.io или как она там, не помню, если честно. Да, вот таким вот образом она выглядит. В общем, эта биржа более-менее свежая. Она вот не так давно еще проводила airdrop. Я этот airdrop пропустил, не стал освещать, потому что под сомнение немножко он попал лично в моем понимании, и я не стал его освещать. Как видите, не зря. Условия airdropа были таковы, что нужно было сюда для получения монет завести некую сумму, то есть сделать первый депозит. Можете сказать за это мне спасибо, но вот на этой бирже полностью заморозили аккаунты вместе с теми средствами, которые были на них. Так что русскоязычные пользователи, которые здесь завели аккаунты, вы свои деньги, скорее всего, больше не увидите. Далее, в свою очередь, несколько площадок высказались о том, что не планируют замораживать аккаунты пользователей. В частности, об этом сообщила крупнейшая по объемам торгов биржа Binance и первая криптобиржа, акции которой торгуются публично, Coinbase. Но по поводу Coinbase есть еще и такая новость, что она не решила блокировать лишь все российские аккаунты. Однако американская криптобиржа Coinbase заявила также и о том, что есть намерение продолжить блокировку аккаунтов клиентов из России, которые попадают под западные санкции. Тем не менее, в компании пока не приняли решение отказаться от тотальной блокировки всех пользователей страны. Вот вам еще одна цитата. На данный момент мы не будем вводить полный запрет на все транзакции в Coinbase, связанные с российскими адресами. Также биржа Binance заявила о том, что не все российские криптосчета подвергнутся заморозке, несмотря на то, что украинские власти потребовали от главных криптообменников мира ввести полный запрет на площадки для жителей России. Впрочем, это не отменяет возможности заблокировать такие счета в любой момент. Примерно той же политики придерживается и биржа Kraken, которая сообщила, что не станет блокировать аккаунты по собственной воле, но сделает это, если появится соответствующее юридическое требование. При этом власти США призвали крупные криптобиржи дать гарантии, что они не будут использованы для обхода антироссийских санкций. В общем, все три биржи Binance, FTX и Coinbase также сотрудничают с администрацией президента США, утверждают источники Bloomberg. Следующая биржа, на которой пострадали аккаунты российских пользователей, называется WhiteBit. Давайте посмотрим эту биржу. Она у нас на 44 месте. Это уже более крупная биржа, я бы даже так сказал,
крупная. Но опять же, ребят, в новости эта биржа указана, а на самом сайте биржи, например, я ничего не нашел. Вот не нашел ни на сайте, не нашел ни в Твиттере. Так что не знаю, ребята, есть ли эта информация правдивая или есть эта информация как фейк. В общем, надеюсь, что все-таки не пострадали аккаунты пользователей, потому что все-таки это деньги и это те люди, которые ни в чем не виноваты. Если речь, конечно, не идет о людях, которые попали под санкции и блокировка аккаунтов которых имела место быть. Но в любом случае криптовалюта это прежде всего децентрализация, и то, что сейчас происходит, это не очень хорошо. Что ж, давайте посмотрим, что там с Binance, а Binance ограничил доступ клиентам, попавшим под санкции. Да, ребята, это не значит, что пользователи, которые находятся в России, Беларуси, каким-либо образом сейчас сильно пострадали. Здесь речь больше идет о тех, кто попал под санкции. Но помимо всего прочего, криптобиржа Binance ограничила доступ к держателям карт банков Российской Федерации, попавших под санкции. Что это означает? Если какой-то конкретный банк, попавший под санкции, и вы им пользуетесь, ну, значит, просто этой карточкой вы не сможете пользоваться на Binance. Если банк не попал под санкции, то значит карта этого банка будет работать на Binance по-прежнему. Это не значит, что вы потеряли криптовалюту, и это не значит, что ваши аккаунты заблокировали. И вот что сама биржа сообщает по этому поводу. Как сообщалось ранее, мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать учетные записи миллионов пользователей. В одностороннем порядке запретить доступ к их криптовалюте будет противоречить самой цели существования криптовалюты, отметил председатель торговой площадки. Но, в общем-то говоря, о шагах, предпринимаемых в отношении физических и юридических лиц, которые оказались под санкциями, мы ограничили доступ к своей платформе всех, кто оказался в санкционном списке. Таким образом, ребята, пользователи, которые являются держателями карт санкционных банков, не могут пользоваться картами этих банков на платформе. Вот, собственно, и вся беда, которая произошла на Binance. Напоминаю, ребята, что Binance это топ-биржа, она самая крупная, самая популярная. Вот еженедельные посещения на этой бирже 30 миллионов пользователей. Биржа Coinbase на втором месте, FTX на третьем, Kraken на четвертом. Это те биржи, которые были затронуты в данном видеоролике. И как вы видите, самые популярные, самые такие нормальные биржи, они не агрессивную политику ведут по отношению российских пользователей. Но в любом случае держать криптовалюту на одной бирже это рискованно, ребята. Лучше, когда ваша криптовалюта раскидана по разным биржам. Таким вот образом, если заглянуть под любой видеоролик в описании, то вы увидите у меня под роликами разные биржи, а точнее ссылки на эти биржи. Этими биржами либо я пользуюсь активно, либо просто рекомендую вам. Все эти биржи, которые перечислены в моем списке, на данный момент ведут себя достаточно адекватно. Например, у меня на бирже Binance есть какие-то монеты, которые я отправил под стейкинг. И, например, совершенно другая история у меня на бирже Bybit. Здесь я участвую в лаунчпадах. И здесь у меня в основном только те монеты, которые нужны для этого участия. Что касается биржи Gate, здесь тоже бывает очень много всего интересного, поэтому стоит закинуть часть своих активов сюда, например, и также принимать в них участие. То же самое касается и биржи Huobi. Если вы помните, не так давно здесь был Magic Miner. Да, тот самый магический майнер перед Рождеством и рождественская елка. Здесь также проходят всякие вайт-листы, мероприятия, движухи, поэтому я просто не вижу смысла держать деньги в одном месте. Пока ваши деньги лежат на Binance, что-то может происходить на этой бирже, на этой, господи, на любой из тех, что вообще есть в этом списке. Поэтому, ребята, не держите деньги на одной только лишь бирже, а еще лучше перекиньте их на холодные кошельки. Ссылка на холодный кошелек в описании под роликом. Ну а если у вас нет возможности купить холодный кошелек, то есть такие решения, как MetaMask, например. Хотя бы какие-то монеты можно перекинуть сюда. Точно так же, как и Trust Wallet, это более децентрализованная вещь, и никакой регулятор не может его заблокировать. Ребята, это очень удобно, поэтому если вы еще до сих пор не пользуетесь такими кошельками, как Trust Wallet или MetaMask, то советую присмотреться, потому что в этом тоже есть смысл. Единственное, на что хочется обратить внимание, обязательно записывайте сид-фразу и храните ее, естественно, в надежном месте. И помните, что компьютер или телефон не являются таковыми местами. Также напоминаю, что у сообщества есть телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, ссылки все в описании под роликом. Здесь я публикую очень много чего интересного. Надеюсь, что этот видеоролик был для вас полезным. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.